Привет, это Илон Маск. В этом дайджесте Маск пытался откупиться от студента Сталкера, Тесла выпустила микрофон для караоке, а Falcon 9 врежется в Луну. Начнем с Тесла. Кажется, шуточки из нашего дайджеста все чаще становятся пророческими. Не успели мы помечтать о колонке Тесла, как компания выпустила в Китае собственный микрофон. Tesla Mic за $188 раскупили за час. Набег покупателей даже ненадолго нарушил работу сайта. Вы наверняка ждете от нас шуток про караоке, но на этот раз Tesla справилась с этим сама. Микрофон действительно появился в связи с выпуском китайского караоке-приложения в обновлении ПО. Теперь корпоратив бухгалтерии можно отмечать прямо в Тесле, ведь разгон до шальной императрицы всего 2,5 секунды, а в конце поездки можно увидеть надпись «Вы ведете великолепно». Так, у кого там болит душа за Гига Берлин? Приоткрывайте шампанское. Во внутреннем письме сотрудникам Tesla подтвердила, что первые автомобили немецкого производства должны поступить в центры доставки в марте. Машины получат новый литий-ионный аккумулятор на 12 вольт и процессор AMD Ryzen. Также в преддверии полноценной работы Tesla приобрела железнодорожный путь, чтобы сотрудникам было удобнее добираться до работы. Будем считать, что это паровозик, который сможет. Официально даем всем карт-бланш на зависть и нервное подергивание ногой в ожидании окончательного разрешения для фабрики. А пока Германия готовится, Tesla собирается зайти на турецкий рынок. Компания планирует открыть офисы продаж и выставочные залы в Стамбуле, а затем перейти на другие районы. Операционный менеджер по запуску уже сверкает глазами в предвкушении активной работы. Среди прочего, в стране запланировано открытие 10 станций суперчарджер. Ну что, Tesla хош гельденес? Про остальные суперчарджеры тоже есть новости. В июле Илон Маск заявил, что максимальная скорость зарядки увеличится с 250 до 300 киловатт. Оказалось, что обещания Илона снова не соответствуют действительности, потому что инженеры Tesla превзошли самих себя. В третьем квартале скорость зарядки суперчарджер версии 3 должна вырасти до 324 киловатт, а вскоре после этого команда выпустит станции версии V4. Также в третьем квартале Tesla планирует запустить пилотную программу Magic Dock, встроенный в кабель адаптер для подключения к суперчарджеру автомобилей других брендов. Кстати, программа зарядки для сторонних автопроизводителей начала расширяться до Норвегии. На фоне таких новостей и планов так и тянет кольнуть администрацию Байдена. Она все так же корешится с GM и игнорит Tesla. Дед, не забывай пить таблетки. Может, у кого-то зимние деньки и тянутся единым серым пунктиром, но только не у команды Гига-Техас. Серийное производство в Остине все ближе. Собранную в Техасе Model Y заметили на дорогах общего пользования. На самом заводе заметили несколько кузовов младшей модели с большим отверстием в области днища, куда можно прикрепить структурный аккумулятор с батареями 4680. Официально это подтвердили на конференц-колле по финансовым результатам четвертого квартала. Мы сделали отдельное видео об этом, уместив 50 минут скучной болтовни в 7 задорных минуток. Все для вас, любимые подписчики, так что не забудьте посмотреть. Tesla прислушалась к жалобам на руль-штурвал Model S Plaid. Нет, форма руля останется прежней, а вот активацию клаксона, кажется, вернут к стандартному нажатию на подушку безопасности. Инновация в виде аккуратного прикосновения к небольшой кнопке на правой стороне руля оказалась неудобной. И ведь правда, обычно, если надо погудеть, то об осторожных прикосновениях к рулю не думаешь. Это ж как удар молотком по пальцу. Фраза «вот ведь какая неурядица» здесь не особо органично звучит. Tesla выпустила видео, чтобы показать режим защиты от биологического оружия. Как всегда, не обошлось без маленького шоу. Чтобы показать, насколько эффективен HEPA-фильтр, инженеры Tesla поместили Model Y в герметичный надувной пакет вместе с BMW и подожгли дымовую шашку. Инженер был настолько уверен в системе, что сел в Model Y во время тестирования. В итоге салон BMW оказался наполнен дымом, а внутри Model Y твердые частицы не попали. Режим удаляет 99,97% взвешенных в воздухе частиц. Остальные 0,03% — это, видимо, этакие дети Бонда и Борна от мира частиц. А вот Tesla в Китае подала в суд на автоблогера из-за заявлений о неисправности тормозов. В апреле блогер разместил на китайском аналоге ТикТока 2 видео, где сравнил системы экстренного торможения Tesla Model 3 и Xpeng P7.
Model 3 на видео показала себя не лучшим образом и дважды переехала картонный автомобиль и надувной манекен. Лайков набралось больше 500 000, но к подлинности видео есть вопросики. Многие считают, что блогер нажал на педаль газа во время испытаний, чтобы помешать тормозной системе. А у меня вопрос к этому тиктокеру. Как его воспитали вообще родители? Любят ли они его или нет? У меня все. Переходим к SpaceX. Как вы правильно заметили в комментариях под прошлым дайджестом, Венера все-таки в Козероге, так что неделя прошла для SpaceX под флагом переносов запусков. Сначала мешала погода, затем в перекрытую на время запуска морскую зону зашел круизный лайнер, хотя вообще-то с пассажиров круизного лайнера можно было бы дополнительную денежку попросить за участие в лотерее. В кого попало падающей створкой обтекателя, тот и выиграл. Пока пассажиров лайнера лишают шанса поймать часть ракеты в собственные ладошки, такую возможность неожиданно получила Луна. В далеком 2015 году Falcon 9 отправил на орбиту зонд для наблюдения за Солнцем и Землей от НАСА. Это был первый запуск дальше околоземной орбиты для SpaceX. Для разгона аппарата до орбиты ускоритель израсходовал все топливо и сойти с траектории уже не смогла и, по сути, стала космическим мусором. Разработчик системы отслеживания астероидов Project Pluto сообщает, что траекторию отработанной второй ступени пересекает Луна, так что фактически кусок ракеты врежется в наш природный спутник. Если верить расчетам профессиональных астрономов, столкновение состоится в районе экватора обратной стороны Луны примерно 4 марта. Может ли столкновение навредить спутнику? Вряд ли. Масса ступени всего 4 тонны. Это сравнимо с массой небольшого метеорита, падение которых Луна переживает регулярно. А теперь более отдаленные планы. Грузовой Starship сможет возвращать спутники на Землю. Общий объем грузового отсека составляет 9 на 18 метров, так что спутники, которые необходимо отремонтировать или свести с орбиты, туда вполне себе влезут. Помимо уборки лишних спутников и прочего космического мусора, грузовой Starship сможет выводить на орбиту до 400 спутников Starlink и космические аппараты большего размера. А в МакГрегоре прошли огневые испытания нового двигателя Raptor 2. Прожиг длился около 40 секунд, и двигатель чувствует себя хорошо. Не то что Илон Маск. Будь ты хоть четырежды миллиардером, трижды гением и дважды филантропом, от сталкеринга не застрахован никто. 19-летний студент Джек Суини создал твиттер-бота, который мониторит передвижение самолета Илона Маска. Осенью Суини получил личное сообщение от Маска с просьбой удалить аккаунт, заявив, что он представляет угрозу безопасности. Изначально Илон предложил $5000 за удаление аккаунта, который приносил автору около $20 в месяц. В ответ Суини попросил $50 000 для обучения в колледже и покупки Model 3. Маск сказал, что подумает, но в итоге так и не ответил студенту. Спустя несколько месяцев студент предложил новую сделку. Он удалит бот бесплатно в обмен на стажировку в SpaceX. Это предложение Илон пока что также проигнорировал. Так и видим, как парень сидит у окна в слезах и думает, почему он не пишет, почему? Что поделать, Илон Маск занят более важными делами. Например, на этой неделе он пожертвовал более $2,5 миллионов независимому школьному округу Браунсвилля в Техасе. Деньги пойдут на покупку интерактивных панелей, iPad и ноутбуков. Это даст ученикам возможность быстрее восполнить пробелы в обучении, которые возникли во время пандемии. Кстати, жители Браунсвилля приятно удивились, когда увидели SpaceX в списке спонсоров местного культурного фестиваля «Мистер Амиго» и надеются, что Илон приедет на прототипе киберпикапа. Как думаете, приедет? Пишите в комментариях, пока ждете следующий выпуск нашего новостного альманаха. Спасибо ребятам за приятные донаты и до скорых встреч. Это был канал Илон Маск.